Приветствую вас на канале Сад Огород своими руками. В этом видео коротко хочу рассказать о том, чем опасно жирование томатов. Мы посмотрим на жирующие томаты, я расскажу, как выглядят, чем это чревато и как от этого избавиться. Томатов 5 сортов, 5 рядов, 5 сортов. Проводились для них, для всех одна и та же подкормка. Ну, одинаковые подкормки. Мы не делали различий. Для одного сорта одна подкормка, для другого другая. Так вот, от одной и той же подкормки все растения, все сорта точнее, отреагировали по-разному. Если вот это растение выглядит неплохо, вполне нормально развитое, сбалансированное, в меру крупные листья, в меру толстый стебель и идет уже налив плодов, то вот соседний гибрид, он зажировал, он пошел от проведенных подкормок в вегетативное развитие. Вегетативное развитие – это наращивание вегетативной массы, листьев, стебля. И на данный момент мы имеем огромные листья, мы имеем аномально утолщенный стебель, и мы имеем аномально закрученные в бараний рог верхушечные листья. То есть верхушечная часть не пойми что. В то время как на сбалансированно развитом растении верхние листья должны выглядеть вот так. Видите? Они не закручены. Они выглядят нормально. Ну, некоторый признак есть такой первичный, как бы тоже чуть-чуть избыток, но не такой острый. Согласитесь, две большие разницы. Чем это чревато? Это чревато тем, что растение как бы забыло, ну, это я так упрощенно говорю, растение как бы забыло, что его конечное предназначение – это дать продолжение рода, то есть выгнать семена, вызреть их и воспроизвести потомство. А растение думает только о себе, ему хорошо, оно наращивает листья, оно растет, оно развивается, все это прекрасно. И в результате такого явления у нас будут недоразвитые плоды, они будут мелкие, их будет мало, растение их может сбрасывать и так далее, и так далее, и так далее. Недобор в урожайности очень большой. Что нужно сделать? В органах накопления, а лист – это орган накопления. Здесь накапливается органическое вещество, образованное в результате процесса фотосинтеза. Солнечные лучи падают, и здесь происходят процессы обмена веществ, вырабатывается органическое вещество. Оно накопилось, его здесь много, и растение его не хочет отдавать из органов накопления в органы потребления. Вот это орган потребления, потому что по-хорошему растение должно из листа перегнать это органическое вещество в плод. Плод должен увеличиваться и образовать как можно большее количество семян, и эти семена должны как можно качественнее вызреть. Вот это то, что заложено природой. Сейчас оно развивается само, ему жалко отдавать вот это органическое вещество. Если оно отдаст его туда, то оно остановится в развитии, либо просто замедлится в развитии. Оно не сможет наращивать уже огромных листьев, толстых стеблей, а плоды, оно за плоды сейчас не думает. Поэтому, друзья, нужно помочь напомнить растению о его настоящем предназначении. Каким образом это сделать? Можно вогнать растение при возникновении такой ситуации в стресс. Например, пересушиванием. Несколько раз на протяжении некоторого времени подвергнуть растение подсушиванию до такой степени, чтобы вот листья опускались. Не поливать, когда там, ну вот, чуть-чуть земля подсохла и быстрее бежим поливать, им же не хватает влаги. Нет, друзья, вот в такой ситуации нужно их крепко подсушить. Опустили листья, смотрим так, такая ситуация возникла, полили. И ждем следующего раза, пока они не опустят листья. И вот 2-3 раза, поступив таким образом, почередовав циклы полив, крепкое подсушивание, полив, крепкое подсушивание и можно еще один раз, мы добьемся того, что уже увидим расправленные листья. Исключить вот при таком явлении все азотные подкормки и подкормки любыми удобрениями, в которых есть хотя бы чуть-чуть азота. Вот здесь для растений азота просто переизбыток. Поэтому исключение любого азота. И подкармливать сугубо калийными удобрениями, либо фосфорно-калийными. Я сейчас как раз этим и занимаюсь.
раньше мы при возникновении вот таких явлений подкармливали серно-кислым калием. Если есть серно-кислый калий у вас, сульфат калия, еще можно по-другому назвать, то подкормите серно-кислым калием из расчета 20-25 граммов серно-кислого калия на 10 литров воды. Калий блокирует азот в растениях, замедляется вот это жирование, и калий способствует перетоку органического вещества из листьев в плоды. Вот зачем такая подкормка. Но у нас вот сегодня нет, к сожалению, сернокислого калия, поэтому мы будем подкармливать монофосфатом калия. В принципе, это тоже отличное безазотное удобрение, в составе которого только фосфор и калий. Фосфор не помешает, калий, как я сказал, уже для чего нужен калий. Приблизительно такая же норма, 20 грамм на 10 литров воды. Я ложкой отмеряю, это как бы, ну так уже вымеренное, приблизительно 20 грамм. Хотя есть у нас и электронные весы, ну плюс-минус 5 грамм туда, 5 грамм сюда, это не помешает. Если не пройдут вот эти симптомы закручивания листьев. Вот закручивание листьев это самый первый симптом жирования. Если они не пройдут эти симптомы, можете повторить через неделю такую же провести подкормку. На этом видео закончу. Всем мирного неба над головой.